Rocktech GX1. Вот такой вот полностью сертифицированный ТВ-бокс. Мало того, что он сертифицирован, этот Rocktech GX1 сертифицирован, еще раз повторяю. Знаете, почему я это постоянно повторяю? Потому что он на Realtek. На Realtek он на Realtek RTD 1325, на Cortex A55. И это, кстати, небывалый случай, когда Realtek кем-то сертифицируется. Объясню. Дело в том, что у этого ТВ-бокса есть очень классные фишки искусственного интеллекта. Есть у нас AI SR, это AI Super Resolution, мы его разберем, я даже сэмплы и тесты сделал. Это, скажем, такой soft upscaler, такой мягенький апскейлер, делает качество картинки намного лучше. AI-PQ — это когда искусственный интеллект кадр за кадром анализирует сцену и регулирует контраст, яркость и вообще четкость картинки. Вообще топовая вещь. Конечно же, есть QMS, это такой себе, знаешь, поддержка VRR, это называется Quick Media Switch, когда он позволяет менять частоту телевизора без ухода в черное, и при этом тоже анализируя контент, и при этом это все, знаете, имеет вариативный вариант, то есть может быть не только там 23976, либо 24, вот сколько в контенте есть, столько он и будет, но ваш телевизор должен это поддерживать. Вот такой вот интересный малыш, 4х32 с SPDIF-чиком, смотрите, сразу показываю, SPDIF есть. SPDIF есть. Есть HDMI, есть LAN RJ45, есть у нас вот такой вот вход под блок питания и две USB-шечки. Если вы думаете, что USB 2.0 это мало, вы ошибаетесь. Мы вам покажем, что любого битрейта ролик можно воспроизводить с внешнего SSD-диска на этом самом Rocktech. Теперь у нас есть вот такой вот пультец, который, ну, во-первых, это расширенный. Обычно Google пульты выглядят вот таким вот образом. А этот расширенный с цифровой панелью для IPTV-шечки, для ввода паролей цифровых на Wi-Fi-чик. И это еще не все. В этом пульте есть инфракрасная опция дополнительная для управления телевизором, ресивером, управления, допустим, какой-то звуковой панелью. В комплекте у нас также вот такой вот интересный блок питания, самый обыкновенный, ничего из себя не представляющий. Кстати, интересно, какая у него мощность. Сейчас мы посмотрим. 12 вольт, 1 ампер, 12-вольтовый и кабель HDMI. А теперь еще немаловажный аспект. Почему у меня здесь геймпад? Потому что ты любишь играть. Правильно, знаете почему? Потому что мы здесь на коробочке, кроме вот этих вот фишек, мы видим GeForce Now. Он сертифицирован под GeForce Now. И сразу же видим здесь Netflix, Prime Video. Потом мы видим здесь 4K HDR. Конечно же, здесь есть Dolby Vision, Dolby Atmos. А еще есть звук True HD, кстати. Вот так вот. Вот так вот, ребят. HDR 10 и Wi-Fi 6. Ребят, мы сейчас с вами переходим, смотрим студию, сколько он стоит, что заявляет сам производитель на своем сайте, и потом уже начнем тестировать и разбирать все его вот эти новомодные фишки. Но сразу скажу, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов. Бокс получился классный. Меня тут уже подкалывают. Конечно, сертифицирован. Бокс получился классный. И подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. А мы с вами на канале Технозон. Поехали. Смотрите, мы на сайте Nexon. Объясню. Я сейчас покажу, где его можно купить. На сайте Nexon его можно... Здесь просто он официальный представитель в Украине. Поэтому рассматриваю здесь. Здесь очень шикарная статья есть. AI-PQ — это у нас искусственный интеллект по качеству картинки. Он автоматически настраивает яркость, контрастность, цветовую гамму. Чуть-чуть дальше именно покажу, как это работает. С технологией VS10. Он, кстати, в паре тоже работает. AI-SR — это у нас искусственный интеллект. Это суперсэмплер, да, там, который делает из плохого видео хорошее. Тоже покажу. И, конечно же, вот этот вот QMS, я к нему, кстати, и рвался. QMS — это Quick Media Switching с VRR. Который, если у вас телевизор поддерживает VRR и QMS, то автофреймрейт будет работать без выключения в черное. То есть он будет просто понижать мягко и повышать частоту контента в зависимости от того, какой сейчас работает контент. То есть какой вид контента в фильме, 24 кадра, например, или 23 976, там, какой-то там, допустим,
формат IPTV это 50 кадров, либо там 2997, такое тоже есть. Разные варианты есть. Или 2496, я не помню уже, их там столько, 2497, в общем, неважно, 25 кадров. ILLM это Auto Low Latency Mode, это для Dolby Vision, который вроде бы как здесь работает постоянно, но это так и должно быть, потому что вы здесь не увидите пересвеченные иконки, вы не увидите пересвеченный белый цвет, и он нужен на постоянно именно для работы искусственного интеллекта. Вот в чем фишка. Потому что он и позиционируется, даже если у вас SDR-телевизор, и позиционируется включение VS10 технологий для того, чтобы вы видели картинку, приближенной к HDR, либо Dolby Vision даже на SDR-телевизорах. Но, слушайте, раз уж про Dolby Vision, пошли посмотрим в настройках, как это вообще там выглядит, это все дело. Теперь насчет настроек TV-бокса именно с его изображением. То есть то, что там говорят, что у него не адаптивный HDR, немножко неправильно. Здесь он адаптивный только в некоторых режимах. На текущий момент у меня здесь просто вот работает якобы в постоянном Dolby Vision, можно так сказать, но все не так просто. Именно из-за технологии AI-PQ, да, который управляет контрастом, управляет цветностью, управляет яркостью, и он анализирует кадр за кадром, который TV-бокс выводит, именно и работает он в режиме постоянного, то есть он сейчас работает в режиме Auto-DV. Мы видим, да, Dolby Vision. В случае с этим телевизором это простой Dolby Vision, DV-on. В случае с моим другим телевизором он определяет и берет это Dolby Vision через Low Latency 12-битный. Но все идет к режимам. Если у вас HDR телевизор, и вам хотите адаптивный HDR, то включаете режим Input, у вас будет SDR в адаптивном HDR, все как бы хорошо. А вот этот вот режим, это то, для чего этот TV-бокс и покупается. Если вы хотите получить действительно крутую картинку, с которой дорабатывается с помощью движка VS10, и вы сейчас видите сэмпл, да, когда у нас с DV включенным с VS10, когда на обыкновенном SDR-телевизоре мы видим картинку, приближенную к Dolby Vision. То есть он с помощью вот этой своей AI-PQ технологии докручивает картинку до какого-то прикольного варианта. И это прям видно разница. Как в YouTube, так и в воспроизведении, например, в коде я сравнивал. Она работает. Если у вас HDR телевизор, то вообще отлично, будет приближенная к Dolby Vision. Если SDR, то это будет ближе похоже на такую, знаете, приближенная к HDR картинке. Но технология работает. Также вы можете включить на постоянно какой-нибудь из режимов, например, постоянный SDR. Я думаю, что Rocktech дойдет и доработает технологию, да, ну, так как это Skyward, он доработает, и они введут в конечном итоге полноценный адаптивный Dolby Vision, но в данном случае это будет немножко вызывать задержки с учетом того, что у нас здесь, вы видите, у нас здесь есть автофреймрейт, и не только автофреймрейт, про который мы поговорим чуть позже. Также у нас есть AI-SR, это высокоинтеллектуально, это знаете, как называется, AI Super Resolution. Это не традиционный, скажем так, апскейлер, как многие привыкли думать. Нет, вы сейчас видите сэмпл, да, который проигрывается, который я лично тестировал. У нас первое мое лицо идет Full HD, второе 480p с AI-SR, а третье без ничего 480p. Третье размытое. А второе находится, вот оно очень приближено в некоторых моментах именно к оригиналу, потому что это даже повязки на шапочке видно, что оно четко его прорисовывает. То есть это апскейлер, но не апскейлер, как это привыкли мы именно на NVIDIA Shield, который просто-напросто дорисовывает любую точку, да, там делает ее граничной. Здесь это делается с помощью искусственного интеллекта мягко, именно такой soft апскейлер назовем, но он действительно работает. После этого я вам могу сказать, что у нас здесь есть, смотрите, дисплей режимы, которые поддерживаются, ну, если телевизор поддерживается от 480p до 4К, и мы здесь видим только целые частоты. Но это не значит, что телевизор не может поддерживать дробные, вернее, сам TV-бокс. Дробные у нас включаются через автофреймрейт. Если мы пойдем с вами, во-первых, у нас здесь VRR, да, есть с QMS, так? То есть у нас здесь, смотрите, есть и дробные, 5994, 2398, но здесь просто сокращено 2997, 5994. Во всех разрешениях у нас есть и дробные частоты, и целые. То есть если в автофреймрейте, если фильм записан 23976, то он включит 23976. Если фильм записан
24, оно включит 24. Если вы записан 59.94, а не 60 ролик, оно включит 59.94. Если 60 ролик записан, то он включит 60. То есть у него есть все типы автофреймрейта, как мы видим, HDR, Dolby Vision, HDR10+, он поддерживает. У меня сейчас HDR10+, здесь экрана нет, поэтому мы видим пока только такие результаты. Также хочется отметить сразу, пока мы на телевизоре, что он подключен, хочу отметить пульт, да, который у нас есть. Мы включаем, и мы можем настроить кнопки на пульте для дополнительной инфракрасной опции. Включаем телевизор, выбираем модель вашего телевизора, либо, допустим, ресивера, либо саундбара, и спокойно этим пользуемся. Ладно, возвращаемся обратно в студию за компьютер. Ну что, увидели? Увидели. И Dolby Vision, и Dolby Atmos, и AC4 этот там есть. Кодек, который Dolby True HD, да, у нас там за него отвечает. ERC, Fixed Rated Link, SPDIF по звуку Realtek тоже тащит. Конечно же, Netflix, и Bluetooth, и Chromecast, и вот эти вот все фишки с Wi-Fi 6 и различными сертификациями. Где можно купить? На Алиэкспрессе он продается 2810 гривен. Вы можете там пойти посмотреть, если вы не в Украине, вы можете посмотреть для своей страны. В долларах это будет $66, а в гривне в Украине это 3490 гривен. При этом вам не нужно его ожидать с Алиэкспресса, с официальной гарантией производителя. И плюс еще есть купончик Технозон. Давайте я вам сейчас покажу Технозон купончик, где вы раз и получили еще скидочку дополнительную в 5%, 3315 гривен. Ребят, обе ссылки разместил в описании под видео, проверенные продавцы, рекомендую. И, конечно же, сейчас идем с вами, тестируем, а потом переходим на вывод. Итак, что мы имеем? Главный интерфейс. Самое интересное, при установке лампища у нас он вылазит на верхнюю строку. Это очень классно на самом-то деле. Google интерфейс. Google интерфейс. Если не нравится Google интерфейс Projective, или как он, Projective Launcher, я уже делал обзорчик, ссылка в описании под видео. Лаунчер можно заменить. Не нравится Google TV, меняем, потому что здесь вроде бы как нельзя менять вот эти каналы рекомендаций, а мне уже нравится. Я, знаете, так прикипел после того, как еще и лампище попадается в рекомендациях. Теперь раздел приложения, библиотека, все это хорошо. Идем сразу с вами в настроечки. Кстати, настройки у нас, видите, как вообще появляются. Очень интересно, но здесь можно сразу Wi-Fi, Bluetooth, специальные возможности. У меня, кстати, включен мой Patriot диск, и параметры разработчика я включил. Есть, кстати, заставка, вот такой вот классный амбиент, да, для телевизора, вообще отличный режим, по типу там Apple'овского, вот этого, не помню, как Dream, не помню, как он называется, но не суть-то дела. Мы возвращаемся к самым главным фишкам. Экран и звук. Так как здесь у нас очень все продумано сделано, то у нас здесь есть и использование частоты кадров контента, то есть обыкновенный автофреймрейт, и есть с плавным переходом, ну, как мы говорили, подобие VRR. Назвать это честным VRR я бы не называл бы, потому что как по технологии VRR через, допустим, G-Sync или там AMD FreeSync он не будет работать. Он работает уже на новых телевизорах, ну и там уже все, с вами обговорили, мы к этому не возвращаемся. Не тратим время. AISR. Вы уже увидели результат, и он действительно работает. Он здесь есть, прям есть, его можно выключить, можно включить, IPTV-шечку с ним смотреть. Просто самое оно. И, допустим, то же самое видео, то, что мы с вами уже разбирали, у нас есть, поддерживает от 480p до 4К. Честных, это все тоже классно. И с HDR режимами у нас тоже все отлично. То есть у меня сейчас подключен SDR, мы можем включить DV on SDR VS10 и все в этом VS10 смотреть. Тут как бы все у нас отлично. Теперь мы добираемся с вами до аудио. В аудио все интереснее. HDMI выход. Мы здесь можем с вами по формату EDIDA выдавать адаптивный. Можем стерео LPCM конвертировать через HDMI и можем на SPDIF битстрим выдавать. То есть чистый. Также у нас предпочтительный вывод MAT, Dolby MAT, это MS-12, либо Dolby Digital, Dolby Atmos. И в Dolby Audio Settings у нас есть тоже классная вещь. У нас здесь есть и DRC мод, и DAC 4, то есть у нас здесь есть Down Mix селектор. Короче, огромное количество настроек, но теперь давайте по звуку. Что же мы получили? Dolby Digital есть, и вы видите вставочки. Dolby True HD. Пожалуйста, есть. DTS HD Master Audio есть. Соответственно, простой DTS тоже у нас есть. И по звуку приставочка получается просто топовая. То есть Realtek всегда со звуком умели работать. Ну и вот этот вот, да, там неадаптивный HDR у нас само собой вылазит в
в момент того, что он здесь нужен. Хотя я думаю, что они все-таки допилят когда-то. Некоторые не поняли, зачем они это сделали. Они это сделали абсолютно для других целей. HDMI-цик. У нас HDMI-цик немножко расширен, в отличие от других ТВ-боксов. Можно у нас регулировки громкости сделать через цик, если телевизор поддерживает. Ну, масштабирование текста это за это плюс для стареньких людей каких-то или у кого-то плохое зрение. По сети и по интернету. Вы сейчас видите вставочку 380 мегабит в 5 гигагерцовом диапазоне, 375 даже доходит в пике, в среднем 373 выдает на загрузку и на выгрузку там где-то 250. Идеально, ребят, это отлично для ТВ-бокса. А в 2.4 у нас тоже намного выше среднего, то есть 66-65 на загрузку и 68 даже, и 50 на выгрузку. Это тоже отличный результат. По поводу Lana J45, сейчас мы с вами протестируем его. Я по Lana J45 его тоже должен протестировать более... Ну, так как я Wi-Fi тестировал в реальных условиях, то здесь мы тоже с вами протестируем в более реальных условиях. А знаете, что я буду делать? Я буду использовать, например, Google TV Remote. Объясняю сразу. Потому что это же Google TV. И, допустим, Google TV приложение у нас есть, смотрите, два телевизора. Я могу подключить к нему свой телефон. Смотрите, F44 BEA. Подключить. И могу здесь пользоваться голосовым, ну, допустим, у нас не голосовым, а набором, да, там, просто-напросто вводить адреса для браузинга. А как браузить комфортно? Вам аэромышка не нужна по факту. Вот я вбиваю адрес своего тестового сервера 168.32.134, двоеточие 3000. Нажимаем «Принять». И вот этим вот пультом мы просто-напросто в браузере нажимаем старт. И это будет Lana J45, которая у нас честные 100 мегабит. И знаете, что я вам скажу? Вот сейчас те, которые гонятся за 1000, сейчас при развитии кодека H265, AV1 100 мегабит, если они честные, то уже более чем достаточно. Это вот просто уже более чем достаточно. Вы можете там тестировать все, что хотите. Но здесь честный Wi-Fi, честный Lana J45. При том, что давайте сейчас тест закончится 98/98. При том, что вот этот вот Google TV, да, он же не только у нас выглядит как пульт, потому что в Google TV на самом-то деле можно покупать, допустим, библиотеки фильмов. Я очень часто смотрю, допустим, покупные в Google фильмах, но это не столь суть важно и не суть этого обзора на текущий момент. То есть мы здесь можем транслировать, кроме того, что это Google TV, мы здесь можем транслировать различный контент. Например, ютубчик. Давайте я сейчас выбираю какое-то свое видео на ютубчике. Это для того, чтобы... Вот я беру свое видео, нажимаю трансляция, нажимаю на вот этот вот ТВ-бокс, и он просто перекидывает с телефона стриминг на ТВ-бокс в режиме реального времени. А телефон у вас свободен. Все, и вы продолжаете смотреть. Вы продолжаете смотреть прямо на вашем ТВ-боксе и можете управлять этим всем. Можете управлять этим всем прямо на вашем ТВ-боксе. То есть я нажал паузу здесь, продолжим воспроизводить здесь. Супер, супер. И это еще не все. Вы можете взять, например, зайти в свой Google фото. Вот я зашел в Google фото. И знаете, что сделать? Я вот сейчас свое какое-то там или видосик, или... А вот моя машина из... Одна из моих машин из обзора мы делали там. Смотрите, я просто транслирую из Google фото контент напрямую. Вот, напрямую перекинул на ТВ-бокс. То есть, например, вы сидите там с друзьями, говоришь, я хочу показать вам свою фотографию. Такой фух, и все, и показал. И оно просто-напросто перекидывает, допустим, не только, допустим, фотографии, вы можете перекидывать видео. И это еще не все. Я вам сейчас покажу другой момент. Я сейчас затранслирую прямо со своего компьютера. Вот у меня есть, допустим, наш сайт. Я его сейчас затранслирую прямо с компьютера на этот ТВ-бокс. Давайте транслировать, трансляция и на свой ТВ-бокс. Опа! Это сайт с компьютера. То есть
Сертифицированный ТВ-бокс, можно делать все, что угодно. Вы можете здесь делать это то, что касается мультимедийки. Хорошо, дальше. Давайте мы с вами посмотрим по Google Play Store. Как работать с Google Play Store. Google Play Store. Тадам, у нас открывается Google Play. Все приложения абсолютно такие же, как на Android TV, пожалуйста, можете использовать. Голосовой поиск вы только что уже услышали. Да, глобальный голосовой поиск работает, как бы так, как всегда на Google TV был. Там фильм «Черкасы». Давайте посмотрим. А я зачем-то там сказал, не понимаю. То есть, он так и будет. Фильм «Черкасы». То есть, да, нет глобального голосового поиска, потому что это Google TV, он по-другому работает. А вот, например, внутри YouTube это будет работать по кнопке. Например, смотрите, канал Технозон. Ой, я нажал превьюс канал, не то чуть. Канал Технозон. Все, и внутри самого YouTube он перекидывает на страницу поиска, и именно таким образом работает Google TV. То есть здесь именно такой момент. Если говорить про само воспроизведение видео в YouTube, то тут вообще тоже без вопросов. Мы можем включать, я сейчас включу любое свое 4К видео, да, которое у нас там выводится. И смотрите, мы сейчас выберем, покажем вам качество. Но вы же понимаете, сейчас вы видите, что он поддерживает и 408, и AV1 кодек, и HDR-чик. При том, что у него даже будет включен постоянно HDR, он будет его правильно конвертировать. На это и рассчитана VS10 технология, которая в нем идет. Но нет вопросов по YouTube, нет вопросов по контенту, воспроизводит. Вы видите вставки, все играет вообще. То есть, тут трудно приколебаться. Интересный процессор на самом-то деле. Да и в принципе, давайте сразу посмотрим, какой же у нас там процессор AIDA 64. Это Skyward Digital, UHD Google TV, на RTD 1325, 4 гига, на 32 хранилища. Центральный процессор, 4-ядерный Cortex A55 по 1,7 ГГц. И за отображение отвечает у нас Mali G57. Кстати, разрешение интерфейса полный 4К. То есть здесь, кроме того, что можно, допустим, здесь Android 12, доступа к температуре нет. Кстати, он тяжелый, там достаточно нормальное охлаждение. И по кодекам у нас, смотрите, по кодекам у нас AC3, AV1 аппаратный на Realtek, AVS2, Dolby Vision. По Dolby Vision 5 и 8 кодек тягает беспроблемно. И при том, что опять же, по этой же технологии, он, кстати, тягает и 7 без второго слоя, по крайней мере, у меня декодирует. Опять же, без адаптива он здесь просто-напросто все конвертит. Но хочется, конечно, адаптив, но это вот так вот построено. То есть, если играть 7 профиль, да, мы будем видеть только один слой. Но не работает здесь второй слой. При том, что 5, 8 спокойно проигрывает. И если пойти, например, в Netflix, то тут тоже вообще все без проблем. Dolby Vision и Dolby Atmos спокойненько воспроизводит. Я провел с этим ТВ-боксом больше 2 недель. Вы сейчас видите вставочку. Сейчас у меня пишет здесь HD Dolby Atmos, а вообще он проигрывает Dolby Vision, Dolby Atmos без проблем. Сейчас вы видите вставку. При этом с автофреймрейтом Netflix, с нативным автофреймрейтом переключает. То есть у нас, когда наводишь, у нас появляется надпись, у тебя снова сигнал, появляется надпись, что у нас происходит корректировка частоты контента, да, когда мы начинаем там воспроизводиться. То есть с Netflix у нас тоже с автофреймрейтом. Если у вас чисто HDR телевизор, да, пожалуйста, будет адаптивный HDR, но я, честно говоря, вот на это не лез бы. Я бы включал бы VS10 через HDR, и это будет просто идеально. Это будет просто идеально. Дальше по каким-то, например, каналам, по TT-сервисам, по другим фильмам. Я использую, например, Nexon. Кстати, ссылку на него закину в описании под видео. Для жителей Украины очень даже один из самых дешевых и стабильных сервисов. Но вот по высокобитрейтным HD каналам, Full HD потокам тоже я смотрю беспроблемно. Абсолютно беспроблемно. Хорошо переключает. Ребята, что еще надо вообще для такого ТВ-бокса? То есть это действительно хорошего качества ТВ-бокс. Я как бы не удивлен. Skyward Digital делает хорошие телевизоры, неплохие телевизоры. И делает, конечно же, нормальные ТВ-боксы с учетом качества сборки. Давайте посмотрим еще фильмы
по стримам, вот, например, давайте там «Плохие парни», на том же сервисе Nexon я все никак с дочкой не досмотрим, посмотрели последних «Плохих парней», это был раньше мой любимый фильм. А напишите в комментариях, у кого какой любимый фильм, вот есть у кого-то, у каждого есть фильм, который его зацепил на всю жизнь. У меня вот серия «Плохие парни» вообще на всу жизнь меня зацепила, отлично воспроизводит. Хорошо, все, со стриминговыми сервисами отлично, с Netflix отлично, с ютубчиком вообще идеально, и с Dolby Vision контентом пойдет. Давайте так, мы сейчас с вами посмотрим еще с внешнего жесткого диска, потому что у кого-то может... не через эту штуку, хочу через Kodi смотреть. Я как подсел на Kodi в свое время, использую как медиакомбайн уже, знаете, там много лет. Давайте, поехали на диск и самые высокобитрейтные тестовые ролики. LG Barcelona 4K с внешнего SSD-шника. Картинка — это просто какой-то топ. Realtek всегда славился высококонтрастной и знаете, такой теплым таким цветом, вообще отличным. При том, что здесь есть технология, которая подрегулирует картинку в зависимости от контента, который там воспроизводится, о котором мы уже тоже с вами говорили. IPQ, да, то есть она подстраивает именно вот этот вот контент, настройки ТВ-бокса по выводу под картинку, которая сейчас идет. То есть кадр за кадром. Кадр за кадром вообще идеально. Вообще идеально. А если включить, кстати, этот ролик через, допустим, тот же самый VS10, он будет вообще по-другому выглядеть, но прям выглядит вообще идеально. Поэтому любой контент с внешнего жесткого диска, пожалуйста, проигрывайте. Ну и насчет других методов, которые вы сейчас видите, проигрывания, о которых я не могу говорить в YouTube, вообще без проблем. Процессора хватает для воспроизведения, памяти хватает, и процессора хватает для воспроизведения практически любого контента при наличии качественных раздающих, качественного интернета и достаточного количества раздающих. Вот все сформировано и молчим про это. Молчим. Спокойно тягает VPN-сервисы, я ставил Proton VPN для некоторых своих целей. Ну и, конечно же, даже можно поиграть. Так как они его позиционируют о том, что есть GeForce Now, давайте попробуем. Я включил геймпад, вот свой геймпадик. Так, смотрим. GeForce Now версии такой-то. Я вам скажу так. А вот, кстати, геймпад у меня в GeForce заработал. Я вам скажу так. Предустановлен он из коробки. Дело в том, что у Rocktech как такового есть, он подключен, ну, у них договор с NVIDIA, и они конкретно имеют сертификацию под GeForce Now. Правда, тут уже все зависит от вашего местоположения, интернета и задержек. Ну и, пожалуйста, сейчас я играю через GeForce Now в Tomb Raider, но вы должны понимать, что GeForce Now — это задержки, нужна платная подписка, игры нужно все покупать в Steam и тому подобное. Тут уж как есть, ребят, я говорю как есть. Это если говорить про облачном гейминге, про облачный гейминг, который доступен на приставках такого типа. Так, выходим, ребят, то есть поиграть можно во все что угодно, например, при наличии подписки, нормального интернета, геймпада можно поиграть и в Киберпанк, и в различные игрушки, тут, ну, сами знаете, что такое, грубо говоря, наш любимый GeForce Now. Также можно поиграть в то, что вы закачаете из Play Market, просто там, ну, я играю там в RapidGP иногда. А в целом очень пристойный ТВ-бокс получился. Прям вот я не ожидал. Наличие HD звука, наличие вот этих вот плюшек AI-SR, это прям для меня вот было вообще открытие. То есть за такую цену, ну, не, по триггеру будем акселерироваться, за такую цену это прям вот, ну, прям топчик. Я считаю, что он будет топом, особенно если его будут поддерживать Rocktech. Да давай уже, поехали. Здесь вообще вопросов нет, смотрите. То есть он тянет, там Mali G57, такой же, как, допустим, на том же, а там даже был Mali G52. Не, тут Mali G57 неплохо, такой же, как, по-моему, на Yugus SK1. Ну, напишите, я прав или не прав, потому что, или там G52, не помню просто. Вот, газуем. Посмотрите на эти эффекты. Кстати, одна из таких прикольных игр консольного уровня, там где такие брызги красивые, когда мне говорят, что на Android нет красивых игр, да идите вы меня нафиг, я вот это обучение включил. Когда мне говорят, что на Android TV нет красивых игр, ну фигня это все.
Ребят, можно играть, можно не играть, но вообще он, в принципе, создан для просмотра контента, для просмотра OTT, для просмотра IPTV, YouTube, Dolby Vision контента различными способами. Переходим, делаем выводы. Ну что, в качестве выводов скажу, я однозначно рекомендую. За свою цену отличный стримерский Google TV, то есть можно стримить любой сервис, можно смотреть любой тип контента. Быстрый, шустрый, с классным пультом, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, Dolby True HD, с сертификациями, с Netflix, со всем, и еще и со всякими искусственными интеллектами. Там чат GPT какой-то завелся в TV-боксе. Шучу, конечно, но с вами был Бабл на канале Технозон. Мои рекомендации, пока.